Привет! Давно не виделись, с вами Миэлта. И как вы знаете, мы очень любим устраивать различные краш-тесты для нашего оборудования. Например, сбросить трекер с самолета или растянуть и поджечь кабельную трассу датчика уровня топлива. И сегодняшней нашей жертвой снова станет наш тут Миэлта зонд. Напомним его особенности. Герметичный корпус из цельнолитого алюминия, прочная кабельная трасса в защитной синтетической оплетке и, кроме того, трехзонная гальваническая развязка, о которой и пойдет речь в этом ролике. Что же все-таки такое гальваническая развязка и для чего же она нужна? Это принцип построения электронного устройства, при котором его схема конструктивно делится на несколько изолированных друг от друга частей. В датчике уровня топлива Миэлта зонд эти зоны делятся на зону питания, интерфейса RS485, а также корпуса и измерительной части. Наш зонд выдерживает разницу потенциалов между изолированными зонами до 1000 вольт. Это намного больше бортового напряжения любого автомобиля и бытовой, и общей промышленной сетей. Чтобы испытать гальваническую изоляцию Миэлта зонд, мы переместимся в нашу лабораторию. Цель нашего эксперимента – показать принцип действия гальванической развязки и ее эффективность. На стенде мы условно показали 3 зоны, которые соответствуют зонам гальванической изоляции. Первая зона – источник питания для дута. Вторая – спутниковый трекер с источником питания, подключенный по интерфейсу RS485. И третья – непосредственно сам датчик уровня топлива, его металлический корпус и измерительная трубка. Через металлический лист мы будем пропускать напряжение. Чтобы проверить, как поведет себя дут Миэлта зонд, мы поочередно будем подавать напряжение между двумя зонами и начнем с зон корпус и интерфейс. Для наглядной демонстрации, что обе зоны находятся под напряжением, мы подключили между ними обычную лампу накаливания на 220 вольт. Соответственно, когда мы подаем напряжение, лампа загорается. Миэлта зонд передает данные в трекер, который подключен через Bluetooth к программе на смартфоне. В исправном состоянии дут передает значение уровня в диапазоне от 30 до 4095. В случае неисправности мы увидим значение 0. Итак, первый тест прошел удачно. Во втором тесте мы подаем напряжение на зоны питания и интерфейс. Лампочка загорелась, данные передаются, все отлично. А теперь проверяем зоны корпус и питание. Как видите, гальваническая развязка датчика уровня топлива Миэлта зонд реально работает и позволяет дуту передавать данные, в то время как некоторые части его схемы находятся под высоким напряжением. Напряжение не мешает датчику проводить измерения, обрабатывать данные и передавать их в трекер. Трекер Миэлта также выполняет все свои функции и не подвергается какому-либо воздействию. Итак, Миэлта зонд с честью выдержал этот эксперимент. Многие производители заявляют наличие гальванической развязки в своих дутах. Но давайте проверим, так ли это на самом деле. Обычный датчик номер 1. Подключаем датчик по той же схеме. Датчик уровня топлива сгорел сам и вывел из строя спутниковый трекер. Взорвалась микросхема интерфейса RS485, а также расплавились дорожки на печатной плате. Это датчик номер 2 и тоже без трехзонной гальванической изоляции. Проверяем зоны питания и интерфейса и... Наглядный пример того, что может произойти с подключенным оборудованием в нештатной ситуации. Как видите, терминал уничтожен и восстановлению не подлежит. А теперь самое время перейти к более жестким испытаниям, если не сказать жестоким. Всем известно, что при проведении сварочных работ на автотранспорте необходимо отключать все электронные приборы во избежание их поломки. Электромагнитные волны и сварочный ток может повредить любое оборудование. Но только не Миэлта зонд. Мы подключили датчик к терминалу и вывели его показания на смартфон в реальном времени. Смонтировали датчик в металлическую пластину, подключили минусовую клемму сварочного аппарата к измерительной трубке, берем в руки электрод и зажигаем. Значение уровня на смартфоне показывает работоспособность Миэлта зонд. Близкое расположение сварочной дуги и огромный ток, протекающий по корпусу датчика, не мешает ему работать и передавать данные в терминал. Все уровни защиты работают исправно. Итак, гальваническая развязка – одно из самых полезных свойств датчика уровня топлива Миэлта зонд. Отсутствие гальванической развязки может привести к сбою в передаче данных, выводу прибора из строя, может быть опасным для людей, а в некоторых случаях даже может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. И если вы заботитесь о безопасности вашего транспорта и не хотите терять деньги из-за различных внештатных ситуаций, то вы знаете, на какой датчик стоит обратить
обратить ваше внимание. Ну, а на этом у нас все. Надеемся, это видео было вам полезным. И до встречи!